Всем привет, меня зовут Сергей Услендер, вы на моем канале, и я продолжаю свои, по возможности, ежедневные сводки войны с Хамасом. Идет 43-й день. 43-й день, как Хамас напал на Израиль, устроил резню. 7 октября это произошло, я напоминаю, и сейчас израильская армия ведет сухопутную операцию в секторе Газа. Продолжается обследование больницы Шифа и подземелий, которые находятся под ней, и там обнаружены такие, в общем, весьма страшные находки. Я об этом скажу чуть позже в рамках того, что мне сейчас позволено. Пока же вас попрошу, не забывайте, пожалуйста, поддерживать эти сводки. Лайк, подписка, комментарий. Такие крайне несложные действия, которые помогают продвигать это видео. Делитесь им, пожалуйста, в своих социальных сетях. Там посылайте родственникам, знакомым, неважно, кому только можно, потому что это помогает бороться с прохамасовской и пропалестинской пропагандой. Можно поддержать и финансово, это тоже важно, тоже помогает производить контент, оплачивать работу команды. Вот здесь кнопочка «Супер, спасибо», такое сердечко с долларом, и две платформы Boosty и Patreon. Ссылки на них находятся в описании. Итак, операция, точнее сухопутная часть операции «Железные мечи» продолжается. Цахал полностью контролирует западную часть города Газа, в частности лагерь Аль-Шати, я про это уже рассказывал. Это опорная была такая база Хамаса. Захвачено очень много различных объектов, принадлежащих Хамасу. Это и тренировочные лагеря, и различные командные центры, командные пункты и так далее. Есть пленные уже, то есть боевики начинают сдаваться в плен, понимая, что сопротивление бессмысленно. Оно уже очевидно носит в городе Газа, я имею в виду, такой хаотичный и малоорганизованный характер. Все их попытки вступить в контакт с израильскими военными заканчиваются тем, что их там всех ликвидируют, в том числе ударами с воздуха. Не помогает даже то, что они переодеваются там в гражданское и выдают себя за гражданских лиц, ну, за мирных жителей. Продолжают действовать гуманитарные коридоры. Каждый день примерно с 10 до 14 объявляют об очередном гуманитарном коридоре. Улица Салах-ад-Дина, центральное шоссе Газа. Вот по нему призывают всех мирных уходить с севера на юг анклава. В Израиле прекрасно понимают, что среди них есть боевики. Там используются определенные технические средства, чтобы фиксировать всех проходящих. Потом это все будут прогонять через систему распознавания лиц и искать там тех, кто имеет либо отношение к резне 7 октября, либо вообще имеет отношение к Хамасу. В общем, этим занимаются. Армия продвигается к центру города. Был захвачен, в частности, было захвачено здание парламента Хамаса, вот где заседали парламентарии, вот эти так называемые Хамаса, здание взорвали. Это был такой символический жест, да, мы уничтожим Хамас в секторе Газа, мы уничтожим любое его присутствие там. Вот где ступала нога Хамаса, вот мы вот это вот обязательно уничтожим и разрушим. Такой подход, такая сейчас философия. Что касается юга, отдельно надо сказать, что там скопилось огромное количество гражданских. Израиль в итоге согласился с тем, чтобы ввозить туда топливо. Вот были доставлены несколько бензовозов, говорили сначала про 60 тысяч литров, ну это 60 тонн, соответственно, топлива, потом доставили еще 17 тонн. Все это нужно для того, чтобы там работали генераторы. Об этом сказал вчера глава Совета по нацбезопасности Цахи Анегби наш. Он сказал о том, что мы должны поддерживать там функционирование вот этой критической инфраструктуры. Вода, свет, канализация. Иначе там могут разразиться эпидемии, потому что скученность людей большая. И эти эпидемии могут затронуть и Израиль, и израильских военных в том числе. Поэтому Израиль согласился на передачу топлива. Это вызвало волну критики, естественно. Мы же как бы говорили, что ни капли топлива не дадим туда, пока не получим заложников обратно, да, хотя бы часть из них. Это, конечно, такой момент очень неприятный, с одной стороны. То есть никто не тянул за язык премьер-министра Нетаньягу, например, или министра обороны, или там того же, я не знаю, начальника генштаба, говорить, что мы ни за что не согласимся, а потом согласиться. Выглядит и правда не очень. Но, как я полагаю, здесь используется вот тот самый пресловутый принцип козы. Когда ты вот ставишь определенные условия, а потом часть условий, таких малозначительных, отменяешь. В конце концов, 60 тонн топлива не спасут Хамас от израильской армии и даже не сильно ему помогут. Но мы таким образом демонстрируем своим, в том числе западным партнерам, тем же американцам, что мы окей, согласны с тем, что нужно соблюдать там гуманитарные нормы, что мы вот как бы поддаемся их давлению и так далее. Прекратить боевые действия сейчас, конечно, не в силах Израиль заставить никто в принципе.
Поэтому сделка об освобождении заложников по-прежнему обсуждается, 100 на 100 или 50 на 50, что-то в этом роде, но Хамас выставляет заведомо невыполнимые условия, пятидневное прекращение огня, я уже об этом говорил. Для армии это смерти подобно, у войны есть свой темп, да, своя динамика. Война это не коляска, толкнул, остановил, остановил, толкнул и так далее. Война должна продолжаться, армия набрала определенную скорость в продвижении, да, у армии очень высокий уровень мотивации. Вот сейчас на 5 дней прекратить боевые действия, тем более, когда нет четкой выраженной линии фронта, как, скажем, в Украине, да, вот поле условно пополам разделенное линией там окопов и минных полей, вот здесь россияне, вот здесь украинцы, теоретически можно прекратить боевые действия на несколько дней ради там каких-то, не знаю, гуманитарных целей, там убрать тела убитых, скажем. Кстати, не было никаких гуманитарных перемирий в украинской войне еще ни разу, насколько мне известно. А здесь же войска находятся в непосредственном контакте с противником раз, находятся в глубине вражеской территории два, окруженные со всех сторон зданиями в той же Газе, да. То есть они в любой момент могут подвергнуться удару, и вот в этот момент прекратить боевые действия, но это как минимум глупо, и в армии это прекрасно понимают. Еще раз вернемся на юг, там почти 2 миллиона гражданских, нужно с ними что-то делать. И этот вопрос сейчас обсуждается. Понятно, что воевать вот в таком месте, где находится такое количество мирных граждан, это будут неизбежно среди них большие жертвы с возрастающим давлением на Израиль, соответственно. Но Израиль с этим собирается что-то делать, пока обсуждаются различные варианты. Идеальным вариантом было бы Египет. Вот выведить туда гражданских, построить там какие-нибудь на Синае палаточные лагеря, и пусть они там живут, пока боевые действия не закончатся. Но египтяне нам такой подарок, конечно, делать не собираются, и поэтому, по всей видимости, будет организована некая гуманитарная зона, куда переместят гражданских, им точно так же скажут, там, разбросают листовки, отправят сообщения, вот туда уходите, там боевые действия вестись не могут. Это будет какой-нибудь участок побережья возле Средиземного моря, где почти нет туннелей, где нет инфраструктуры Хамаса, где нет необходимости вести боевые действия. Отчасти на юге воевать легче, потому что там нет вот этой городской агломерации, как на севере, да, вот город Газа с его пригородами и предместьями, там сплошная одна застройка. На юге в этом смысле проще, там несколько крупных городов, в частности это Рафиах и в частности это Хан-Юнес. Вот над Хан-Юнесом уже разбрасывают листовки, куда нужно уходить, и по нему уже наносят удары по, естественно, целям, которые принадлежат Хамасу или другим террористическим группировкам. В Газе были захвачены тоже ракеты дальнего радиуса действия, так называемые Бадр-3. Они принадлежали исламскому джихаду. В чем суть этой ракеты? Неуправляемая ракета, ну грубо как для Града, только очень большая, такая здоровенная штука с дальностью полета 250 километров. То есть из Газа ее можно добросить буквально что до Эйлата на юге или до Хайфа на севере. У нее мощная боевая часть, там порядка 200 килограммов. Она воздушного подрыва, то есть она взрывается над целью, разбрасывая там осколки. Опасное оружие весьма, это иранская разработка. У Ирана вообще было как бы ракеты 3 видов сложности. Одна для себя, вот по своей вот этой продвинутой ракетной программе. Одна для таких относительно продвинутых прокси, типа хуситов или Хизбаллы. И одна вот для прокси таких самых попроще, вроде исламского джихада, чтобы эти ракеты можно было вручную собирать там где-нибудь в подвалах или в подземельях. Теперь, что касается больницы Шифа. Обязательно нужно сказать, там армия продолжает обследование, сканирование, как у нас говорят, ищут подземелья, уже нашли входы в туннели, но пока туда военные предпочитают не соваться, опасаясь засад, фугасов, там, взрывов и всего такого прочего, пока там идут какие-то мероприятия. Возле больницы Шифа обнаружены тела заложников. Я не могу сказать, мне военная цензура запрещает это делать, сколько их, но их значительно больше, чем об этом объявлено. Вот. Судя по всему, с ними там расправились, потому что сейчас объявлено официально о 3 погибших заложниках, которые были там найдены. Это Юдит Вайс, 64-летняя женщина из одного из кибуцев. Она была онкологически больная. Ее тело обнаружено и достоверно установлено, что она была убита в плену. Убита, не умерла. Она была, кстати, онкологически больная, и вполне возможно, что террористы просто не захотели с ней возиться. Это Ноа Марциану, это девочка 19 лет, она из того же города, где я живу, и вот ее похоронили вчера. Она была захвачена живой, было видео с ней, ну типа ее видеообращение записали террористы, но в конце этого видеообращения они приклеили нечто, я не знаю, что это было, кусочек видео или фото, и исследовав которое, эксперты пришли к однозначному выводу, что она, к сожалению, погибла. И студент из Танзании, он работал тут по сельскохозяйственной программе,
и учился, и вот был захвачен и убит. Скорее всего, его убили еще до того, как он попал в Газу, а тело просто утащили туда. И вот возле больницы Шифа он был обнаружен, и правительство Танзании уже официально объявило его тоже погибшим. Его тело доставлено, кстати, в Израиль. Меня подписчики задавали вопрос, как вообще можно признать человека погибшим без наличия тела, да, без вот, ну, как бы без изучения мертвого тела, прости господи. У нас есть такая практика. Это делается в результате там специфических таких исследований. Я приведу вам такой пример. Вот эта девушка Шани Лук, гражданка Германии, которая была захвачена на этом фестивале в Рииме. Ее фотографии вот с такими ужасно вывернутыми ногами разошлись очень широко. И она считалась тяжело раненой. Вроде как она находилась в больнице Шифа. Террористы там шантажировали ее маму. Звонили с ее телефона, там, давай, значит, иди в правительство Германии, чтобы Германия надавила на Израиль. Ну, короче, вели себя как твари, как, в общем, это с ними обычно и происходит в рамках психологической войны. Так вот, позднее было обнаружено нечто на вот месте этой вечеринки. Это некая часть тела, отсутствие которой несовместимо с жизнью. Путем анализа ДНК установили, что эта вот часть принадлежит этой Шане, и после этого пришли к выводу, что она погибла. И поэтому позднее вот оказалось действительно, это подтвердилось. Ну, в общем, есть такая процедура. В Израиле она тоже используется. Это признан погибшим без наличия тела в результате получения каких-то неопровержимых свидетельств того, что человек погиб. По поводу этой злополучной вечеринки, вот сейчас выясняется все больше и больше подробностей. Там около 370 погибших только с этого музыкального фестиваля. Это треть примерно всех погибших с этого музыкального фестиваля. Хамас знал, что он проводится. Планеристы Хамаса летели прям вот специально туда. Прекрасно понимаю, что раннее утро, люди там после бессонной ночи, все там спят, никто ничего не соображает. Охрана там погибла. Больше 50 охранников и полицейских на этом фестивале, которые пытались отбиваться от террористов только с пистолетами. Выжили там те, кого либо спасли военные и вот эти полицейские ценой своей жизни и охранники, либо те, кто поехал на машинах через поля, кто немного знал местность, кто понимал, как можно уехать. Те, кто поехал по дорогам, все попали в засады и были, к сожалению, либо убиты, либо захвачены. Тоже больше 40 заложников с этого фестиваля находятся сейчас в Газе. Так что, в общем, примерно вот так это все выглядит. Еще нужно отметить несколько важных вещей. Вещь первая, это Иордания объявила о том, что не пропустит палестинцев на свою территорию, не допустит перемещения палестинцев на свою территорию. Вот так они сказали. И, дескать, ну это плохо, нельзя палестинцев перемещать. И начали подтягивать границы танки и артиллерию. Танки и артиллерия это не против Израиля, где иорданская армия, а где наша. Это против самих же палестинцев. У иорданцев богатые традиции, как давить своих братьев танками, начинающие с 70-х годов. Я уже говорил, погуглите события Черного сентября в Иордании. Вот, и иорданцы категорически не хотят, чтобы ни один палестинец из Газа или с западного берега к ним не попал. Второй момент, опять отличилась Аль-Джазира, это вот опять мы возвращаемся к больнице Шифа. Аль-Джазира сказала, что вот сегодня это было утром, несколько часов тому назад, что Цахал дал час на эвакуацию больницы, медперсонала и больных. В армии это категорически опровергли. Оказалось, что больница запросила армейское командование о безопасном коридоре, чтобы вывести тех больных, которых можно транспортировать. Армия, естественно, согласилась, предоставила этот коридор. То есть Аль-Джазира продолжает работать вот все в той же этой жуткой парадигме сплошного вранья и пропалестинской, прохамасовской пропаганды, но мы тут, собственно, и не удивлены. И последнее я расскажу про север. Там продолжается такая вот война, уже в общем на самом деле не такая уж и вяло текущая. Сегодня 25 ракет были запущены по территории Израиля, армия нанесла удары в ответ, артиллерии, авиации, бомбили район Набати, это впервые за вот время с начала войны, это довольно далеко от границы. Там разбомбили какой-то завод, который принадлежал Хизбалле. То есть там продолжает ситуация балансировать на лезвии ножа. Я вот сейчас расскажу о том, во что это вообще в принципе может вылиться. Тут очень важная переменная есть. Вопрос этой переменной заключается в том, кто начнет эту войну. Мы или Хизбалла. Если Хизбалла, скажу неприятную вещь, для нас это даже хорошо. То есть нам это даст абсолютную легитимацию на ответный удар любой силы, любой интенсивности, любой мощности. Об этом уже предупредили. Если эту войну начнем мы, а нам, по идее, нужно решать проблему с Хизбаллой, иначе наш север так и останется пустыней, буквально безлюдной, то тут есть тоже несколько вариантов. Вариант первый. Внезапный удар на всю глубину территории Ливана,
силами наших ВВС, там артиллерии, авиации, флота, ракетных подразделений. ВВС будут работать волнами, такой каруселью своеобразной. Первая волна бомбит, вторая на подходе, третья взлетает, первая заканчивает, разгружается, возвращается, вторая приступает. И вот так вот в течение 2-3 суток будут сносить все, что имеет отношение к Хизбалле и не только. Второй вариант, это закончив с Газой, мы перебрасываем дополнительные войска на север и объявляем Хизбалле ультиматум, скажем, 48 часов на выполнение резолюции Совета Безопасности 1701 о том, что ни один боевик Хизбаллы или других террористических организаций не должен находиться южнее реки Литани. Это вот та самая условная граница, которая отделяет Южный Ливан от остальной территории страны. 48 часов на то, чтобы вывести свои отряды в центральную часть Ливана и сдать свои дальнобойные ракеты, скажем, какому-нибудь международному посреднику, не знаю, тем же ЮНИФИЛ, например, как бы смешно это ни звучало. Понятно, что Хизбалла на это не соглашается. Если в течение этих 48 часов Хизбалла наносит первый удар, мы возвращаемся к варианту номер 1. Если нет, через 48 часов начинаем бомбить Бейрут и начинаем воевать с Хизбаллой, после чего последует, конечно, наземное вторжение, придется занять всю территорию Южного Ливана по эту самую реку Литани, провести там зачистку, в общем, короче говоря, вернуться, грубо говоря, в ситуацию до 2000 года, когда наше военное присутствие было в Южном Ливане, так называемая зона безопасности Южного Ливана. И, конечно, есть путь дипломатический, случится чудо, и какие-то международные посредники убедят Хасана Насраллу, генсека Хизбаллы, вывести свои части и подразделения из Южного Ливана. Что вероятность этого я оцениваю, примерно в 0,1%. Всяко бывает, посмотрим. Так что поглядим, война продолжается, развивается операция на севере Газа вполне успешно, на севере Израиля, на границе с Ливаном, там продолжается это приграничное сражение, там канонада гремит буквально не умолкая, и посмотрим, во что это все выльется. В любом случае с Хизбаллой придется что-то решать. Я об этом, впрочем, уже и говорил. Спасибо, что смотрите мои видео, не забывайте их, пожалуйста, поддерживать и распространять, это очень важно. Еще раз спасибо, всем пока.